Здравия! Ролик пришлось отложить, очередные правки вносили. И в этой античеловеческой, безбожной юридической системе устанешь следить и перечитывать. Конечно, есть платные сервисы, отслеживающие сотни изменений ежемесячно. Читать устанешь, чего там ихний или егоный и генерирует без остановки. Так что самый верный путь — знать, как система функционирует и ее уязвимые места. Пересмотрел выпущенный материал. Изменений уже прочитанном нет. Продолжаем. Глава 3. Приобретение гражданства Российской Федерации. Статья 12. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации приобретается 1. По рождению. Но территорию РФ как не было, так и нет. А после референдума 17 марта 1991 года рождаются максимум граждане РСФСР, ну или СССР. Но это также бред, пока воля существа не проявлена. То, что какие-то петухи массово желают в рамках ихнего рабовладельческого строя, нас, божественных существ, не волнует. И да, люблю старые слова. Петухи также нам язык испортили и продолжают. 2. В результате приема гражданства Российской Федерации. 3. В результате признания гражданином Российской Федерации. Смешной пункт. Признаю гражданами РФ людишек, проживающих в США. Можно же. 4. В результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении государственной границы Российской Федерации. Оптации. Давайте объясню странные слова. Сейчас ООО РФ отбивает заводы, шахты и пароходы. А захваченные рабы ООО Украины другого варианта-то и не имеют. В силу поражения мозговой деятельности телевизором. И получают свежие паспорта. У рабов РФ все то же самое, не думайте лишнего. Но гражданство-то им не дают при этом, поскольку следует заявить о желании пройти процедуру получения. И это большая бумажная возня. Выжившим и не сильно покалеченным дадут возможность поработать в шахтах на друзей Путина за нищенскую зарплату, пока новые владельцы будут получать несколько миллионов в сутки. Ну, как они это любят. Идиоты, оправдывающие режим, даже не понимают своего рабства. К слову, по ящику идет реклама, что умереть за режим стоит 5 миллионов в год. А вот в загнивающей Европе примерно такая же зарплата, просто работая на заводе. А пропаганда по ящику сейчас вещает о сверхзарплатах в районе миллиона в год. Чувствуете разницу уровня жизни? Ну, 5 раз. 5. В соответствии с международным договором Российской Федерации. Статья 13. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. 1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка 1. Оба его родителя или единственный родитель имеют гражданство Российской Федерации. Таких почти нет, ну или показывайте штамп в паспорте. 2. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства. Базово, ну как минимум человек, а не лицо. И это прописано в международном праве, но не здесь. Сатанизм же. 3. Один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился в Российской Федерации. Гражданин из определения лицо, а родиться в РФ значит утопнуть на морском шельфе. И то это юрисдикция, а не территория. Дальше 2 пункта такие же дебильные. 2. Ребенок родителей или единственный родитель которого на день рождения ребенка являются иностранными гражданами или лицами без гражданства. Приобретает гражданство Российской Федерации по рождению. А если он родился на водном или воздушном судне, имеющем национальную принадлежность Российской Федерации, и не приобрел гражданство, подданство иностранного государства по рождению, пиратство поперло или морское право. А как же рожденный в автобусе, имеющим анальную принадлежность? Тема про сушу. Они типа судна. А у мусоров бляха как раз номер судна. Ну или корабля. Чтоб ФСБ знала, какое топить в случае обращения на тему захвата власти или пиратства. Будьте внимательны и смотрите. Когда они понимают, что идет странное палево, называют другие номера, ну или вообще прячут. Голубые полосы на бортах машин,
темно-синие костюмы полицаев и синие таблички на домах как раз показывают разумному существу, куда ты попал. И наверняка не все приметы знаю. Пишите в комментах, мне интересно, что еще есть. 3. Ребенок, который находится в Российской Федерации и родители которого неизвестны, приобретает гражданство Российской Федерации по рождению случая. Если в течение 6 месяцев со дня его обнаружения не будет установлено, что он имеет гражданство Российской Федерации или гражданство, подданство иностранного государства. И тут начинаются приколы. Если есть родители, и они не регистрируют в ЗАГСе нового раба, то процедуры, чего с таким ребенком делать, у жирных бабищ тупо нет. И они зачастую жирные, ибо идут против совести и знают об этом, заедая стресс сладкими булочками. ЗАГС – это, конечно, отдельная тема системного лохотрона. Пишут всякую лабуду, не соответствующую актовым записям в книгах. Мне вообще непонятно, как можно за нищенскую зарплату там работать и лгать без остановки. Каждая выпущенная бумажка – вранье. Зло, оно на низах. Всем добра, здоровья, процветания и денег. Ну, кроме петухов. Особенно из ЗАГСов. С него же вся эта система выродков и начинается.